ГАЗ-3115 – последняя настоящая Волга. Для обычных россиян, а не для сильных мира сего. Куда она пропала? Перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. На днях сводил семью в музей истории завода ГАЗ. Смешно и стыдно одновременно, что я, коренной нижегородец, автор одного из крупнейших автомобильных каналов, сам побывал в этом музее впервые. Как-то не довелось, хотя давно собирался. Естественно, сделал там очень много видеоматериала. Воочию посмотрел на героев моих видео еще 5-летней давности. Именно тогда у меня как раз выходил цикл про атаманов, внедорожники от ГАЗа, и многочисленные Волги, которые завод выпускал с начала 1990-х и вплоть до середины 2000-х годов, чуть ли не каждые несколько лет. При этом не считая семейства ГАЗ-3110, я только о прототипах и мелкосерийных машинах. Не верите? Посудите сами. Страна не досчиталась таких автомобилей, как ГАЗ-3105, ГАЗ-3111, ГАЗ-3104 и ГАЗ-3115, о котором я и хочу сегодня рассказать. Итак, давайте вернемся к ГАЗ-3115. Я не просто так заявил, что речь идет о последней настоящей Волге. Да, все так и есть. Ведь именно после этого проекта завода окончательно решил отказаться от идеи разработки собственных легковых автомобилей. Решили, что слишком дорого. Легче собирать иномарки с надписью «Волга» на крышке багажника. И уже буквально через несколько лет что мы увидели? Верно, мы увидели американский Chrysler Sebring, который путем таинственных метаморфоз превратился в Волгу Cyber. Помните еще такой аппарат? Да-да, в музее завода он тоже представлен. Но это не единственный забавный факт. Ведь ГАЗ-3115 не должен был становиться последней Волгой. Нет, напротив, когда его начинали проектировать, то надеялись возродить семейство. Снова вывести Волгу в массы. Вдохнуть в нее вторую жизнь на фоне умирающего ГАЗ-3110, который к тому времени уже безнадежно устарел. А самое главное, что ГАЗ-3115 это еще и замена почившим москвичам. Вы не ослышались. Дело же происходило в первой половине 2000-х годов. Бывший АЗЛК только что признали банкротом. Ниша, которую последние годы хоть как-то занимал Москвич-2141 и все еще многочисленные родственники пикапы, седаны и купе на его базе, освободилась. Иномарки ее тогда еще полностью съесть не успели. Вот как раз туда-то и планировали нырнуть инженеры Горьковского автозавода. Нет, они не хотели создавать Волгу для чиновников или для крупных бизнесменов. Не собирались конкурировать с Mercedes или Audi. Такие планы были у ГАЗа в 1990-е годы. С тех пор амбиции в легковом сегменте изменились. Заводчане понимали, что нужно создавать не что-то престижное и дорогое, а массовое и доступное. Как-никак на дворе был 2003 год. Ford Focus и Renault Logan первого поколения еще не успели заполонить Россию. С точки зрения исторического момента ГАЗ был в самой лучшей точке. Начинались зажиточные 2000-е. У россиян начинали появляться деньги и дешевые кредиты, чтобы пересаживаться с автобуса, а также пятерок и семерок на что-то более статусное. И этим статусным могла стать как раз новенькая Волга. Современная, приятная, комфортная, с множеством опций, а не тот же Focus, Logan или Astra, которые подмяли под себя все бюджетные и средние ниши за следующие несколько лет. Что представлял собой ГАЗ-3115? Увы, не сумел найти точные данные по размерам. Почему-то в большинстве источников сказано, что машина принадлежала к D-классу. При этом единственное упоминание длины, которое все же удалось обнаружить, составило 4,5 метра. Маловато как-то для D-класса, по крайней мере в рамках сегодняшних реалий. Когда большинство китайских седанов с длиной кузова в 4,7 метра залетают в более младший C-сегмент. Но если замещать собирались продукцию АЗЛК, то должны были плюс-минус попасть в габариты седана Москвич-2142. А этот как раз 4,5 метра в длину, 1,6 метра в ширину и
около 1,4 метра в высоту. Под капотом бензиновый 16-клапанный мотор от ЗМЗ. При рабочем объеме в 2,3 литра выдавал агрегат 130 лошадиных сил. Но в случае успешного запуска проекта планировали ставить и другие агрегаты, в том числе и с турбиной. Тандем движку составляла обычная пятиступенчатая механика. Здесь мудрить не стали. Да и где Горьковскому автозаводу взять свой автомат, скажут некоторые. А с импортным новая Волга вышла бы еще дороже. А я отвечу, в смысле где взять собственный автомат? Там же где и Волга М21. Да-да, их производили определенное количество с автоматом с двигателем 2,4 литра. Даже в объявлениях до сих пор попадаются с родным рабочим автоматом. Там же где и на ГАЗ 13 и 14. Только не надо про технологичность, пожалуйста. Добавьте 1-2 планетарные секции, чтобы получить 4-6-ступенчатую АКПП. И сделать электронное управление к ней могли даже в кружке юный радиолюбитель, не говоря о заводе. И это нужно было делать. А некоторые ответят: вот дураки-то были на заводе, не догадались в свое время, что так просто все было. Автоматы сняли с производства по причине низкого качества изготовления и отсутствия соответствующих смазок. Низкое качество деталей связано с устаревшим станочным парком и очень ограниченным производством станков. Также отсутствовали подходящие смазки и сплавы. Все ресурсы были направлены на разработку ракет и прочих вооружений, которые мы модернизируем и воюем до сих пор. Там, где нужен был автомат, там его сделали. Я в свое время слово в слово читал вот это все. Даже поверил на некоторое время. Но со временем погрузился в проблему и скажу, что все это было совершенно не так. Если было бы низкое качество деталей, эти автоматы не дожили бы до наших дней. Подавляющее их большинство на в принципе уцелевших машинах живы до сих пор. Все представленные ЗИЛы и ГАЗ-чайки, Волги, автобусы, ЛиАЗ, луноходы, их нормально так и выпустили и погоняли. МАЗ 535-537, хоть и не полный автомат, команды на переключение дает водитель, но все то же самое. Гидротрансформатор и планетарные секции. Такая же песня на серии К700. Добавим сюда БМП-3 и 4. И вы не поверите, бортовые коробки советских танков планетарного типа с гидравлическими бустерами, то есть только команды на переключение дает механик-водитель. Доработать на полный автомат — это лишь поставить соответствующие исполнительные системы, что реализовано в Т-90. И какие вы думаете там использованы смазки? Полный аналог Dexron, разработанный в Советском Союзе. Их производство отлажено и называется, например, ТСЗП-8. Бывает просто надпись для планетарных механизмов, то есть для автоматов. Все у нас было и даже есть. И да, именно дураки в системе принятия решений виноваты. Никакой станочный парк, никакие сплавы и смазки ни при чем. Инженеры, технологи успешно решали все эти задачи. Именно факт засилия дураков в управлении страной, отраслями и производствами – основная причина в крушении системы в целом и отставания производства потребительских товаров. Но мне ответят, что основное, почему нет российских автоматов, это объемы производства, соответственно цена. За рубежом в большинстве случаев АКПП производят отдельные корпорации. Объемы миллионы агрегатов для всего мирового автопрома, поэтому цена минимальная и затраты на разработку сведены к минимуму. Почему Китай очень быстро наладил производство АКПП? Потому что они производят 26 миллионов единиц транспорта против 1,5 миллиона в России. Грубо говоря, на ЛиАЗы и ракетовозы производство АКПП было убыточно, но заказчикам было без разницы. А сейчас свободный рынок, никто не купит отечественную АКПП на Весту стоимостью агрегата в половину цены автомобиля. Дешевле в Китае заказать партию вариаторов. А я отвечу, единственное, что было нужно тогда в Советском Союзе и сейчас в России, это культура управления. Большинство руководителей в России живет одним днем.
объем. Нужно было принять волевое решение жить не на бешеную прибыль сегодня, а стратегическими преимуществами потребительских свойств товара в ближайшем будущем. Тогда и будут уверены десятки миллионов машин в год. Своих. Точка. Объемы производства сами по себе ниоткуда не возьмутся. Говорю все это как человек с 20-летним директорским стажем. Причем стажем в многоотраслевых производствах. Часть прибыли сегодня нужно направлять на развитие в будущее, а не на ништяки и на все бабки отдельным везунчикам. В СССР партийное руководство рассуждало так: зачем советскому человеку V8, АКПП, кондиционер, электропакеты, кожаные салоны, полный привод, сложный дизайн? Рентабельность таких моделей часто 5-10%. Когда на старые коробки Лады, Москвичи, Запорожцы очереди на годы. Эти ведра в конце 80-х можно было сравнивать только с картингом. Вы знаете цеховую себестоимость ГАЗ-24 году в 80-м? Меньше 2000 советских рублей. А в розницу машина шла по цене около 10 тысяч рублей. Более 500% рентабельность. Этим умникам в руководстве лично не нужно и не хотелось что-либо менять. Никто не думал, что с 90-х годов весь Дальний Восток сядет на праворульные точилы с упомянутым ресурсом и комплектациями. Не рассказывайте мне, пожалуйста, про экономику. Но кое-какие признаки статуса в ГАЗ-3115 все-таки были. Например, многорычажная задняя подвеска. Кроме того, инженеры решили поставить на 15-ю дисковые тормоза в круг и укомплектовать ее АБС. На старте продаж, по крайней мере. А в будущем и другие системы активной безопасности добавить. Машина была готова к старту, но прикинув экономику, создатели пришли к неутешительному ценнику в 9-10 тысяч долларов за штуку. Однако в этом полбеды. Еще около 1 миллиарда потребовалось на реорганизацию производственных мощностей. В конце концов, опыта у нижегородцев в этом сегменте тоже не было. Надо было учиться, а это снова траты. Взвесив все за и против, пришли к выводу, что проще и выгоднее взять уже готовую базу от иномарки, а затем адаптировать ее под Россию. Так на свет и появилась Волга Сайбер. Но это уже совсем другая история. Что скажете, товарищи, стали бы покупать и ездить на такой Волге? Давайте обсудим в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Была бы Яндекс.Доставка в наше время, я бы за бесплатно на велике по городу не гонял. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.